Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Ни для кого из нас не секрет, что некоторые современные компании воодушевляются изделиями прошлого и на их основе или что-то пересматривают и делают по-своему, или пытаются воссоздать стопроцентную копию, ну, по крайней мере, внешне. В нашем случае, вот, допустим, если говорить за Homelike, ну, это, конечно, тайга. То есть, я считаю, дедушка тайги – это гипс той самой французской бритвы, которая воодушевила весь мир, которая полюбилась всему миру, и механизм регулировки агрессивности, из которой мы, собственно, и взяли. Но есть еще и другие компании, которые идут точно таким же путем. Одна из этих компаний, ну, я не знаю, как ее назвать, это вот бритва, ее называется Windrose. А если вы зайдете на ее официальную страницу на ресурсе Etsy, то там громкое большое название Shavers Delight. То есть вот как правильно называется компания. Ссылку я оставлю в описании под видео. Сходите, посмотрите. Но вот интересно, как на самом деле компания это называется. Так вот, несколько лет назад эта компания заразилась изделием золингенских мастеров, а в частности бакелитовым красавцем, возможно для кого-то уродцем, для кого-то красавцем, которую выпускала компания Walter Bush и сыновья, один сын. И выпустили свое изделие. Вначале выпустили голову из силумина, ну, с хромом там, со всеми делами, потом выпустили из алюминия, потом из титана, даже говорят, выпустили. Так ли это, я не знаю. Вот кто в курсе, подтвердите, пожалуйста. Вот именно с этой новинкой и с другими новинками тоже, ну, еще мужской выбор нам кое-что подогнал, вы тоже сейчас увидите, ну, интересная такая штука, прям вот, как пахнет, мне прям аж нравится. Вы на крупный план. Смотрите, трогайте, щупайте, разглядывайте. Я начинаю подготовку к бритью, ну, а вы догоняете. Это и есть все предметы нашего сегодняшнего обзора, а теперь обо всем по порядку, конечно же, начиная с бритвы. Windrose, Windrose, Windrose Land. Если вы наберете Windrose Land в поисковой строке, то выскочит много бритв, там будет куча слантов и с открытой, и с закрытой гребенкой, те сланты, к которым мы привыкли, но в том числе будет и эта бритва. Поставляется, я так понимаю, что в разных комплектациях, а скорее всего в виде сборника, то есть люди отдельно покупают голову, отдельно ручку, но вот эта вот комплектация имеет шикарный, обалденный вес 160,5 грамм. Я думаю, не в последнюю очередь из-за ручки, потому что одна ручка только отдельно весит 106 грамм, и она, конечно, несомненно, из нержавеющей стали. Но все остальное, ну вот на алюминий это не похоже, с моей точки зрения. Силумин хорошо хромированный, но вот в это я гораздо больше склонен поверить. Но смотрится, конечно же, шикарно. Итак, общие габариты. Длина головы 43 мм, при ширине 25 мм. Высота головы, ребята, целых 17 мм. Если говорим за ручку, то длина ее 100 мм, при диаметре 14,3. Вес ручки отдельно, как я уже говорил, 106 грамм, вес головы отдельно 54. Рассматриваем. Давайте, наверное, начнем с менее примечательного, более обычного для нас. Это ручка. Накатка мелкая. То, что это накатка, это не работа резцом, несомненно, но при всей своей мелкости она не колет руку и достаточно цепкая. Держать, я думаю, будет более чем удобно. Тем, кто любит работать мизинчиком под попку, да, площадочка есть, сможете уместиться. Шейка не длинная. Так что, скорее всего, размещаться рука будет где-то вот так, или в верхней трети, или вот за всю длину, с мизинчиком, конечно, под попу. Резьба стандартная, М5 шагом 0,8. Голова. Голова, конечно же, фееричная. Вот само вот это вот я с трудом бы назвал слантом, потому что, здесь не изогнуто лезвие. Да, оно под углом, но оно не изогнуто. Можно ли это называть слантом, я не знаю. Но почему-то при слове сланта у меня сразу, знаете, вот такое кривое лезвие, изогнутое под определенным углом, а здесь всего лишь наклон. Так что фиг его знает. Я вот этих вот правил бритвенных не знаю. Если кто в теме, скажите, вот это можно называть слантом или это просто бритва под наклоном? У меня вот, то, что у меня лезвие под углом со слантом ассоциировалось, это просто может быть ввиду, неинформированности, что ли. И вполне может быть, что вот это тоже слант. Давайте рассмотрим поближе. Верхняя голова. Хороший хром. Не нравится. Думаю, что это все-таки силумин.
нижняя голова. Смотрите, площадочка под колечко такая, прям все как положено. Ну вот это, ну да, скорее всего силумин. Смотрите, вот эти вот шлепки, это скорее всего от пресса выливали, может быть даже под давлением. Вот эти вот все изыски, как вот это вот все делается, это, как я понимаю, это по простому пути просто люди пошли. Если, допустим, говорить за вундербар, там естественно все, а вот смотрите, как попало не вставите, ну все правильно. Если говорить за вундербар, там все изогнуто, и сделать такое на токарном станке, конечно же, ну, процедура не из легких. А вот если точить такое, то это гораздо кратно легче, чем изогнутый слант. Это халява для работы на станке ЧПУ. А вот если делать типа вундербара, там уже, конечно, засада. Давайте наконец уже лезвие вставим и посмотрим. Слухи за этот станок самые-самые-самые разные. Кто говорит, что он чертовски агрессивен, кто говорит, что он мурлыкает, как котенок. Ну, я решил не рисковать, и все-таки на всякий случай подстелить соломки и взять мягкое лезвие. В данном случае рапира. Это лезвие я хорошо знаю, оно знает меня. У нас взаимная симпатия. Покалечиться рапирой? Ну да, могу, я все могу. Я даже стеклянный могу поломать. Но это будет гораздо тяжелее. Так, шаебочку обязательно. Так, вот сюда вот. Ну вот. Естественно, благодаря тому, что длина 43, уши не торчат. Ну и давайте посмотрим на все остальное. Ну прям ух. Вот этой частью на Merkur Progress почему-то похоже, да? Что-то есть такое. Вот. Ну, вот эта часть, видите, да? Я ее воспринимаю как технологическое, чтобы была ровная площадка, и чтобы можно было удобно тут всякие закручивающие дела делать. На эстетику это играет и влияет в меньшей степени, ну, конечно, смотрится неказисто. Но с технологической точки зрения вот эта полочка, она верна, и она здесь просто необходима, раз уж вы так это сделали. Не изогнутая, а вот под углом. А вот эта вот бубышка, которая вот здесь вот это вот торчит, вот это самое. Я так подозреваю, что она использует своего рода роль гарды, чтобы при установке на лицо как-то все-таки давать дополнительную точку опоры. Здесь она ни к чему, потому что здесь все есть, а вот здесь она была бы крайне необходима. Представьте на секунду, если ее убрать, то человеку было бы тяжелее бриться, я так считаю. Хотя да, конечно, можно было бы вот эти две вещи просто убрать и сделать вот такой под наклоном, попробовать, по крайней мере. Будет работать, не будет работать. Вот этой красотой сегодня и побреемся. А помогут нам всякие новинки, которые у нас есть на канале благодаря магазину «Мужской выбор». На этот раз это вот такая вот пара мыло и автошейв от компании Катрин Д. Ну, от артизана, наверное, будет все-таки верно сказать, Катрин Д. Катерина не первый день во всех этих делах, и то, что она уже успела о себе сказать, это она старается делать мало того, что качественную продукцию, так она еще стремится как можно меньше использовать химии. И стремится как можно больше к оригинальному, сказал тоже, к натуральным ингредиентам. Ну, по поводу натуральных ингредиентов, вот говяжий жир, стеарин, кокосовые масла, нарададам, ну вот читайте. Я специально подержу, кому интересно, состав мыла. 130 грамм. Баночка обыкновенная. Мыло вот такое полутвердое. Ну, крем-мыло это, конечно же, не назовешь, твердым мылом не назовешь тоже. Но вот это вот такое вот, смотрите, вот если так вот давануть, то вот можно сделать вот так. Проминается запах, ребята. Как я уже говорил, это не фаренгейт, но очень-очень-очень рядом и очень-очень вкусный. Автошейв. Автошейв небольшой бутылочки, срок хранения 8 месяцев. Перед использованием взболтать и встряхнуть, ясное дело. Если там какие-то натуральные ингредиенты, то обязательно встряхивать нужно. Алкоголю самое главное для меня 60%, все остальное читайте сами, потому что я нифига не вижу. Ну и фаренгейт, Катрин Д, лосьон после бритья.
Упаковочка стандартная. Я думаю, что в работе она будет достаточно хороша. Вот сегодня вот этими штуками и поработаем. А что нам поможет набрать мыло-то? А набирать будем сегодня еще одним красавцем от компании Яки, который точно так же, как и некоторые другие, прилип к моим рукам. Почему? Потому что нравится. Нравится, удобно, классно, великолепно работает. Вот это вот маленькое чудо диаметром 24 мм с длиной узла 60 и длиной ручки 48 и весом, ребят, всего 94 грамма. Да, на самом деле имеет металлическую ручку. Я не знаю, что это за металл, но я бы не сказал, что он какой-то шибко тяжелый. Ну, согласитесь, 94 грамма вот для такого помазка. Но это середина, просто середина. Ручка удобная, когда держишь по кайфу. Но самое интересное во всем этом не только ручка, а все вместе. Потому что 48-60 как бы уже приоритет у нас на узел идет. Плюс здесь 24, который в реале распушается до 27. И сам узел. Этот маленький гардемарин меня ни разу не подводил. Это как маленький гном. Вот он стоит на полке, не чирикает, и каждый раз, когда ты его берешь в руки, он радуется и с удовольствием помогает тебе сделать пену. Да и, пожалуй, еще одна, наверное, все-таки позиция, которую я хотел бы назвать, ну вот видите, уже оброс маленько, надо подстричь. Это его цена, 27 баксов вот за такое чудо. Да невеликие бабки, ребята, я вам так скажу. Он работает в реале, ну, баксов на 40-50, где-то вот так. Вот так вот, если бы он в Европе продавался, да я бы нифига не удивился. Ну а вот у Яков он продается за 27 баксов. Ну все, на этом пошли бриться. Ну что, дорогие друзья, я предлагаю, как обычно, наверное, сейчас из того мыла, которое у нас есть, сделаем маленький пришейф, нанесем на лицо. Ну и пока будем сбивать, пришейф что-то там покушает. Потом, как помазок у нас загруженный уже есть, делаем компресс и в путь. Забегая вперед, хочу сказать, я уже мыло попробовал. Есть уже такие какие-то мнения, но сейчас будем пробовать еще раз, потому что, смотрите, вот это легкое покраснение, это вообще ни о чем. Это я считаю, что перышком коснулся. Но зато же, какое же тут камильфо. Ой, ребята, BBS, что просто пипец. Это мы на месте не стоим. Пришли новинки с производства, и там сразу весь пакет от самого агрессивного до менее агрессивного. Ну и чтобы не растягивать все это удовольствие, я вот сейчас вот на 3 прохода каждую из них и прогнал. Есть и закрытые, есть и гребенки. Короче, ребята, у нас, как говорится, и все есть. Скоро выпустим, и от всей души надеюсь, что вас это порадует так же, как меня порадовало сегодня. Но скажу, удивитесь. Удивитесь, вы этого точно не ожидаете. Все, это все, что я могу сказать. Ну а теперь начинаем бриться. Так, делаем пришейф. Так, чуть-чуть водички сейчас туда, так, оба. Ну давайте еще маленько водички, так, оба. Сейчас мы кутыхаем. Вот так и хорошо. Посмотрите, какая она шикарная. Шикарная такая эмульсия. Прям самая настоящая эмульсия. Как в старое доброе время, когда на заводе практики все проходил. Я не знаю, сейчас, наверное, тоже эмульсия используют, да? Но тогда она была особенная, потому что ты ее увидел в первый раз. И она такая вся, нажористая, с пятнышками масла. Что-то она там льется, и что-то там крутится. Как интересно было. Так, ну вот, нанесли. Не сказал бы я, что это какая-то пена, но я чувствую, что прям нанесли, хорошо нанесли. Теперь, как и в старое доброе время, просто его намочу. Лишнюю влагу убрал. И теперь мы его просто загрузим. Ну вот я считаю, что этого пока будет достаточно. Если что, еще добьем. Ну а теперь компресс. Пересвет дичайший идет. Ну будем что-то с этим делать. Я уже знаю что. Потом постараюсь на постпродакшн вот это убрать. Я думаю, что получится. Мыло. С банки оно пахнет более концентрированно, поэтому, наверное, я сразу-то и не признал брата Колю. На самом деле запах фарангита здесь раскрывается, вау, как! Всем тем, кто любит этот запах,
посвящается. Ребята, в накладе не останетесь. Ну, реально, прям Фаренгейт, Фаренгейт. Ну и помазочек, конечно. Своим мешочком услужливо все распределяет, все приподнимает. Знаете, так к каждому волоску подошел, так оба, под капот закинул. Все, свободен. И к следующему. Вообще, огонь, огонь, мне нравится. Ну и за 27 баксов-то, ну. Так, ну все, с этим разобрались. Ну что, с Богом, не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Монстр 160 грамм весом, да еще и косорез. Давайте разбираться. Без камешка никак, я теперь с камешком только. Слышали, да? Как будто кабан камыш ломает. Проломился и все, пофигу. Так, и все, вон она, стерня. Ну, красавчик. Прям. Вот слова еще подбираю. Пока пытаюсь приноровиться к весу. Ну и ручка, конечно, не мой размер. Она явно длинная для меня. Диаметр 14,3, ну, ладно, пойдет. Ну, блин, 100 миллиметров великовато. Я что, грудь мешает тут не опустить ничего. Вот. Кто сказал, титьки отрастил? Ничего, все нормально. Просто 100 миллиметров, но это реально длинновато для меня. Тридцать седьмой тут рядом не стоял, это однозначно, если говорить просто за сланты. Тут брит там много всяких на ум приходит, но 37-й, конечно, мягкий на этом фоне. Сейчас вот думаю за Вундербар. Вундербар пока, вот он где-то ближайший тут в приоритете. Ну, в смысле, на сравнение. Я люблю Фаренгейт. Он меня и радовал, и разочаровывал. Радовал больше, а разочаровывал. Ну, собственно, это не сам Фаренгейт, это моя дурная башка. Когда-то в 94-м, по-моему, в 95-м в Москве на аэровокзале ждали, пока там подойдет наши все дела. Ну, а кругом вот эти вот киоски, бутики. Ну и что-то повелся мне. Фаренгейт, бутылочка, все как положено. И даже не смутило то, что там в одном месте надпись отшкрябана. Ну где мозги у человека, да? Ну что там, сколько там, 27 лет, ума палата. Ну, короче, я взял такой пузырь, до дома не успел долететь. Там уже какая-то муть была. Может, она была сразу, да я не заметил. Ну, короче, нифига это был не Фаренгейт. Да и по цене мог догадаться, там деньги какие-то смешные были. А все остальное только огонь. Насколько я знаю, он сейчас стал дробиться по запаху. То есть старый, вот
Вот тот, который раньше был, сейчас уже, по-моему, не делают, сейчас делают какой-то новый. Насколько это так, я хз. Ну вот на такие, ребят, подскажите, по-моему, сейчас вот уже новый запах несколько другой. Ух. Уху. Уху. Ну и давайте заключительный. Ну вот видите, сколько мы на помазок набрали. Ну там всего ничего. По-моему, даже 30 оборотов не было. Ну, если и было, то не намного. Больше там. Ну, 30 все же, кажется, не было. Ну, вот. На все 3 прохода. Шапок пен каких-то не вижу, но скольжение, по скольжению с этим глупо спорить и отрицать здесь в наличии. Причем по полной. Ну, на это не обращать внимания, это я тыркнул что-то. Вот здесь бы я еще разочек провел. Ну все, все. Компрессор автошейф. Хорошо. На самом деле меня вот этот пересвет тревожит. Не знаю, смогу ли я его на постпродакшн убрать или нет. Но во всяком случае что-то, я думаю, смогу. Ой. Много, очень много не хватает еще для того, чтобы начать делать интересные вещи. Но не так, чтобы много. Ну так, по мелочам. Например, вот штатив бы хороший не помешал.
ND-фильтр на аппарат. Сам аппарат Альфа 77, ну в принципе норм, но он уже настолько устаревший. Сейчас есть недорогие, но гораздо более качественные, которые картинку лепят кинематографическую на раз-два, вот так вот, здрасте. Но свет, профессиональный свет, но об этом можно только мечтать. Ну, чуть-чуть чирикнулся, конечно. Ну вот сравните то, что я испытывал, то, что сейчас, вот это вот разделите на два, потому что оно сейчас упадет и будет все нам счастье. Итак, автошейф Катрин Д. Фаренгейт. Кукарача, кукарача. А где мой черный чемодан? Ча-ча-ча, а кукарача, а кукарача. Там-дари-да-да-да-там. Хорошее настроение, ребята, просто реально хорошее настроение. Сегодня очень много. Ух ты как! Вот, блин, не знаю, видите, не видите. Так это же можно просто сразу на лицо. Твою ж дивизию! Вот как еще можно бритву сравнивать. Ой, с этой стороны йог, вообще тишина, а с этой орать. Но выбрился одинаково, неплохо. Так, сейчас я вот этой вот фигней попробую разобраться, чтобы она мне тут мозг не компенсировала. Вот так вот. Ой. Так, пускай сохнет. По поводу автошейва. Катрин До, я так подозреваю, что это Катерина. Автошейв хороший. Понятия не имею, сколько он стоит. Но по запаху, по консистенции, как он наносится, хороший. Вот сейчас, если он еще быстро высохнет, если еще он мне тут шагреневую кожу устроит и покажет, но это будет тогда, что просто пипец. Но это нужно подождать. Пока будем подождать, давайте, наверное, за мыло поговорим. Потому что мыло мне реально понравилось. Доносилось до меня, так знаете, так вот, краем уха, что там что-то там, какие-то белые точки, что-то там, кому-то что-то не нравится. Ребята, забейте. В этом мире всегда кому-то что-то будет не нравиться. Вот ты возьми себе вот золотую звезду на лбу нарисуй, и кто-то скажет: твою ж мать, а вот не дать не взять, султан, как есть султан. Ну, это жена, скорее всего. А другой скажет: да, дебил что ли. То есть вот это мир так устроен, всегда кому-то что-то не нравится. Я тут говорю только за то, что мне нравится и нравится. Это мыло мне понравилось. За что? Ну, во-первых, оно зажигалка. То есть ты ему мокрый помазок показал, оно уже пеной потекло. То есть вот когда я на этой стороне работал, сколько там, оборотов, наверное, 10-15, как на скоряк, вы же все равно не видите, да? Тыр-тыр, оно мне тут как устроило, понравилось, реально понравилось. Во-вторых, по скольжению, ну, я бы не сказал, что на уровне там мировых, тарам-дарам, но оно есть, оно нормально, оно меня устраивает полностью. В следующих пена. Консистенция мне понравилась, что, скажем так, ниже, чем, скажем так, вот я привык, это вот шапка на всех трех проходах. Но я здесь не стремился делать эту шапку, потому что каждый раз я на помазок набирал столько мыла, сколько мне нужно, и если его хватало на 2-3 прохода, меня это и устраивало. Если не хватало, я добирал. Ну, то есть я не заради шапки, а я ради того мыла, которое было бы на лице, которое мне помогало бы бриться. А его всегда хватало. Не было такого, что вот я веду, а пены нет, мыла нет. То есть всегда хватало. Хотите шапку? Ну, давайте на следующий обзор его еще раз пущу и буду уже сбивать шапку полностью на всей морде лица. Ну и посмотрим, что с шапкой. Пока же меня все устраивает полностью. Запах — это, ребята, отдельная песня. Потому что с баночки... Ну да, ну интересно, ну вкусно, но на самом деле здесь баночки всего лишь 0,8 от того, что вас ждет потом, когда вы начнете уже все это на лицо наносить. И вот тут-то весь Фаренгейтушка Иванович, мать его забугорный, он весь полностью раскрывается, потому что, ну, вот знаете, тот самый Фаренгейт, я не знаю, старый, новый, там какие сейчас, но вот тот, к которому я привык, тот, с которым вот с 90-х вышел, вот тот мне Фаренгейт нравится, он здесь есть. И он по кайфу, реально по кайфу, причем в хорошей дозировке. Это не такое, что наш носом водишь, ну где тут Фаренгейт, дайте хоть понюхать. Нет, и не такой, фу, Фаренгейт задолбал уже сколько. Вот он бреешься и кайфуешь. То есть он мозг не засирает. Может быть, это еще и сопряжено с тем, что мне нравится этот запах, я его люблю.
Те люди, которые, допустим, Фаренгейт, ну, не уважают, не любят, не в почете, ну, фиг его знает, понравится он им, не понравится, но я от этого запаха здесь реально кайфовал. Этому мылу я бы, наверное, поставил 7 баллов. 5 это за все его положенные по статусу и положению дела, то есть это пенообразование, пеностойкость, поскольжение там, и вот как он бреет, там, забудьте про сырую резину, здесь вам точно не светит. И 2 балла я бы вот стопудово добавил бы за запах, потому что вот Катерина добавила сюда вот именно того и именно столько, сколько мне понравилось. И оно реально по кайфу. Рекомендовать, не рекомендовать это мыло? Ну, ребята, я думаю, что людям моего возраста, ну и чуть помладше, то есть от 30 и выше, потому что они на Фаренгейте взросленные, скормленные, вот в их юность был Фаренгейт, и вот наверняка они по достоинству оценят запах. А по бритвенным это нормальное, хорошее мыло. Вот так я к нему сейчас отношусь. И да, конечно, пойдет на полку, и да, хрен оно кому обломится, будет мое. Спрячу под подушку, никому не отдам, и редкими зимними вечерами буду вытаскивать и бриться втихушку, ну, конечно, для вас на камеру, но вот для души, я его оставлю. Помазок. Столько переговорено, говорить уже не буду. Все, что мог, я уже сказал, в принципе, это на крупном плане, потому что этот помазок огонь, помазок работяга, это пролетарий, это тот товарищ, на плечо которого вы всегда можете опереться, это тот товарищ, который вас никогда не подведет. Вот нужен нормальный, хороший помазок за хорошие деньги, за взвешенные. Вот, пожалуйста, вот еще один честный продукт. Годный инструмент. 24 мм в диаметре за 27 баксов. Ну, ребят, ну куда еще дешевле? Дешевле вы уже брать будете, думать, брать, не брать. Потому что дешевле 27 баксов, у вас там мысли всякие разные начнут в голову забираться. Слушай, а что он дешевле? Смотри, как выглядит, ну, наверное, так. А почему дешевле? Зачем он такой дешевый? А вдруг как Г подсунули? А здесь ничего так радоваться не будет. Здесь он нормально, хорошо. То есть годная машинка, Яком, еще раз огромное спасибо вот за эту штуку. Так, сейчас я руки об жопу вытру, об штаны, ну салфетки кончились. Так, шагрень. Я же говорил, разделите на 2, да? Вот поуходила уже. То есть, ой, мама дорогая, чтоб я так жил. Устраивает, обе стороны устраивает. Но вот этот паразит выбрал, конечно, да. Но за него сейчас поговорим отдельно. Автошейв принимается точно так же 7 баллов, 5 за все его дела вот эти вот. Ну то, что там встряхнуть, ну, во-первых, нам, мужикам, это не сложно. Во-вторых, ну если человек сделал натуралки, да, ну давайте уважение проявим. Написано встряхнуть, ну встряхни. Что снова будет, что ли? Да нет. Зато, ребята, отдарит. Успокоит, снимет и подарит. Хорошая штука. Нравится. Тоже хрен кому отдам, оставлю, поставлю на полочку. И бритва осталась. Windrose Slant. Вот так вот, как его тут лучше будет видно. Windrose Slant, конечно, удивил. Удивил тем, как бреет. Еще раз убедился, не надо относиться к изделию по внешнему виду. Надо его в деле вначале попробовать. Агрессивный ли он? Да, агрессивный. Для меня он агрессивнее даже, чем Wunderbar Slant. То есть, ну, он воспринимается так. Бреет великолепно. Если вы не торопитесь, если вы будете натягивать кожу, если вы будете соблюдать минимальные какие-то техники, то, практически уровень опаски во всех местах. Ну, то есть, это хороший инструмент. Хороший инструмент, но что не понравилось? Во-первых, вес. Ну, вес это не мой. Понятно, что все импхово, но все-таки 160 грамм, там, ну, это как-то да. В принципе, чисто гипотетически можно, допустим, ту же самую ручку весом 106 грамм уменьшить. По идее, тут ручка все перетягивает на себя и снижает давление на голову. То есть тут поддавливать все равно не возникало желания. Потому что ты просто брал и просто вел. Вы это можете хорошо вспомнить, особенно по первому проходу. Слышали, там кабан через камыш, и все. Но вес 160, ну, возможно, когда-нибудь я бы и привык. Но сейчас вот что-то вот никакого вот желания привыкать совершенно нет. Кроме веса, внешний вид,
Да не пугает совершенно. Несмотря вот на такую несуразную, неказистую внешность, работать носогубной проблем никаких не вызывало. Там все нормально, все хорошо. А боковой вот этот проход даже понравился, потому что так четко, так свободен, чисто. Снизу он точно так же хорошо шерсть взял. Ну, то есть, вот по всем показателям мне станок понравился. Стал бы я себе такой покупать, искать? Да, наверное, специально нет. А вот если бы, допустим, как-то счастье обломилось и фортуна повернулась передом, а не задом, и вот хлобысь у меня бы вот такой образовался, ну, я бы, наверное, был благодарен. Но так специально, чтобы бегать там вот как-то искать, нет, нет. Но бритье, он, повторю еще раз, хорош, реально хорош. И для людей с жесткой щетиной, ребята, один из вариантов, обратите, пожалуйста, внимание, потому что я думаю, да, я процентов на 90 уверен, что он бы вам помог. Потому что то, что он мне сегодня показал на рапире, ну, прикиньте, что он покажет на той же зеленой астре, на полсильвере, на жилетах, на персонах и прочим. Я уже не говорю за острые, типа там КАИ и Физер. Ну, то есть, ну, это просто реально огонь. Мне конкретно это просто не нужно, потому что, ну, я сбриваюсь гораздо менее агрессивными станками. А вот кому это нужно, ребята, обратите внимание. За сим разрешите откланяться. Хочу еще раз сказать Сергею Сергеевичу огромное рахмат мерси алейкум за то, что дал вот такие вот штуки попробовать вам показать. Ну и покорен, прям понравилось. А ручка хорошая, цепкая, с ручкой все нормально. Хоть это и не от него станка, скорее всего, но все равно ручка здоровская. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Из копилок Сергея Сергеевича осталось не так уж и много. И я думаю, что следующее бритье вас точно так же удивит, как и удивило это. Ну и надеюсь, порадует. Ну все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.